Всем привет! Сейчас я вам кое-что покажу, но обещайте не смеяться. Это очень важно для меня, ребят. Правда. Сейчас, секунду. Вы здесь? Обещайте не смеяться, ладно? Представляю вашему вниманию мой мерч собственный. Смотрите, какой классный! Как вам? Это нарисовано на бумаге, разукрашено гуашью и приклеено на двухсторонний скотч. Как вам? Мне кажется, в этом что-то есть. Мой личный мерч! Эту футболку я сделал для ТикТока. Я не буду в ней сниматься в своем блоге. Просто была такая идея, полет фантазии. Я вырезал на бумажке свое имя и решил разукрасить его и приклеить. Почему бы нет? Ну, вы сами понимаете, что это смешно, и это по приколу просто. Сегодня замечательный день. Не потому, что февраль месяц на улице, а потому, что моему каналу 8 месяцев исполняется. Я вас всех поздравляю и обнимаю. Идите ко мне сюда! Я пойду куплю картошки и пожарю ее с лучком. А потом возьму селедку и замажу чесночком. Ну давай скорей готовься, будем вместе это есть. Торопиться здесь не нужно, в туалет успеешь сесть. Ну я прям стихоплет от природы. Пойду в магазин, возьму картошки, сделаю селедку под шубой. Лестница убийца. Я купил свеклу, морковь, кетчуп и хлеб. 111 рублей. Для того, чтобы приготовить селедку под шубой, нужно две вещи. Первое — это селедка, а второе — это хорошее настроение. Но почему-то его все чаще и чаще у меня нет, потому что цены в магазинах меня очень радуют. Иногда задумываешься просто, как вот концы с концами сводить. Не хочу говорить по поводу цен, да, это уже мы проходили неоднократно. По поводу заработной платы тоже. Просто это меня сейчас волнует, поэтому эти темы, они витают в воздухе и не могут просто так исчезнуть из моей жизни. Но я не теряю позитив, я не теряю надежды. Все будет хорошо. Давненько у меня не было рубрики «Вопрос-ответ», и я решил, так как ничего не снимал на днях, я решил немного поболтать и ответить на вопросы, которые сам себе задаю. И первый вопрос такой: как я отношусь к людям, которые выкладывают в Инстаграме фотографию своего ребенка или своего мужа, и вместо лица у них либо смайлик, либо какая-то геометрическая фигура: треугольник, квадратик, кружок. Ну, во-первых, когда я вижу фотографию, где женщина с ребенком, и ребенок у нее замазан, либо вместо лица, как я уже говорил, квадратик, я воспринимаю это очень смешно и саркастически, потому что, ну, для меня есть этому оправдание специфическое. К примеру, если ребенок со смайликом вместо лица, то это означает, что мама, наверное, боится, что его сглазят. Ведь до крещения выкладывать, как бы, это суеверие такое в России, что если вы выложите ребенка и не замажете ему лицо, то его обязательно сглазят, либо что-то там нашлют. Но тогда у меня вопрос непосредственно к мамам этих детей. Но если вы думаете, что вашего ребенка сглазят, зачем тогда вы вообще, в принципе, выкладываете фотографию с ним? Это нелогично! Второе, когда мама выкладывает своего ребенка или мужа, и вместо лица у него смайлик или квадратик, это, наверное, говорит о том, что тем самым человек показывает, что вот, я состоялся, я живу как все, у меня есть муж, теперь я жена, у меня есть ребенок, теперь я мать, я состоялась. И вот таким образом, такими фотографиями человек доказывает обществу и всем своим друзьям и знакомым, что у нее теперь все как у всех. А третье, я думаю, это относится уже к биологическому такому завершению своей сути на этой планете. Я родила, теперь я биологически созревшая. И налеплю на своего ребенка сердечко. Это все выглядит, на мой взгляд, очень смешно и нелепо. Ну, если вы родили ребенка, либо вы его показываете, либо вы его не показываете. Но лепить смайлики на лица — это стереотипное
суеверное и непонятное мышление. Ребят, без обид, просто когда я вижу фотографию и вместо лица непонятно что, я уже понимаю прекрасно, что этим самым хотел сказать человек. Сегодня тот день, когда Андрей уехал домой погостить, узнать, как у родных дела. Так что я сегодня целый день и всю ночь буду один в квартире. Это означает, что я буду ходить без одежды. Это означает, что я куплю себе торт. Это означает, что я буду громко слушать свою любимую музыку. Это означает, что я буду смотреть классные фильмы всю ночь. Это означает, что я буду скакать и прыгать по квартире, как олень. Сегодня серенькая шапочка. Потрясающая погода, я ни хрена не вижу. Все слепит. У нас вот такая беседка сексуальная есть. Сейчас я сюда зайду и посмотрю на всю эту прелесть. Под прошлым видео я читал комментарии, вообще я читаю все комментарии. И приятно, что люди пишут, какие мы веселые ребята и прочее. Вообще да, мы стараемся не унывать. Ни Андрей, ни я, ни мои друзья, ни Макс, ни Витя. Жизнь и так слишком сложная штука, чтобы унывать, плакать, рыдать. Конечно, иногда есть какие-то состояния лично у меня, когда я ухожу внутрь своего мира и никого не впускаю. Но я стараюсь учиться этого не делать. Я уважаю все-таки людей, которые вокруг меня. Раньше, конечно, меня прям бомбило по разным ситуациям. Сейчас все меняется. Хочется, правда, радоваться. Я рад и счастлив, что все-таки мои зрители видят в моем влоге что-то хорошее. И я рад, что кто-то улыбается, когда смотрит на нас. Вообще улыбка — это в последнее время такая редкость, чтобы люди улыбались. Просто улыбались в магазине, на улице. Что я хочу сказать? Спасибо большое, что вы есть. Это правда офигительное чувство, когда ты делишься своей жизнью, и люди все прекрасно понимают, поддерживают. Это круто. Взял сейчас молоко 3,2, кусок рыбы, творожный сыр с зеленью. Буду делать сегодня блины с сыром и рыбой. И взял вот такую вкусняшку. Я обожаю муравейник от Филипп Бейкери. Мне кажется, это самые божественные пироженки на всем белом свете. Сегодня буду пить чай, делать блины и радовать себя и свой желудочек. Если получится, я даже смогу оставить пару блинчиков для Андрея, если он будет себя хорошо вести, когда приедет. Вчера еще делал селедку под шубой. Вот прям захотелось мне вчера, и вон половину уже сожрали. Вот так вот выглядит селедка. Я вчера канаебился часа 2, чтобы это все сварить. А съели это почти за, не знаю, 20 минут. Такой сегодня выпуск, что я меняю локации каждые 5 минут. То я в комнате, то на кухне, то на улице. Рубрика «Вопрос-ответ» продолжается. И новая такая философия некоторых людей. Если ты ходишь в клуб, то ты проститутка. Сейчас, возможно, я открою кому-то глаза и скажу, что это не так. Ходить в клубы и быть проституткой – это разные вещи. Во-первых, кто считает, что если девушка или парень ходит в клубы и они там сразу чпокаются, это извращенная фантазия лично ваша. Конечно, я не исключаю, что есть некоторые личности, которые именно для секса и ходят в клубы. Но поверьте, что большинство людей любят громкую музыку, большую толпу, хорошую выпивку и классную атмосферу. А есть люди, которые вообще не задумываются о сексе, когда ходят в клуб. Представьте себе вот такую картину. В моем прошлом, когда я знакомился в интернете, многие спрашивали, как ты так ходишь в клубы? Фу, типа, все, пока, ты заблокирован. У меня глаза лезли на лоб, потому что я не понимал, что происходит. И мне так прямо писали конкретно, что ты ходишь в клубы, значит, ты не такой, как все. Нет, ребят, в клубы я ходил, правда, танцевать, и, возможно, даже там найти себе вторую половинку. Надежда меня не покидала. Я не поддерживаю точку зрения людей, что действительно, если человек ходит в клубы, он шалава и тому прочее. Это как-то глупо звучит, и на каких основаниях вообще человек делает такие выводы? Если из его окружения пара человек ходит именно за этим туда, то это не означает, что все такие. Вот что я хотел сказать.
Записывайте рецепт моих супер тонких блинчиков. 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли. Все это взбивайте венчиком без миксера. Добавляйте 200 мл молока, также взбивайте. Потом 1,5 стакана муки. Перемешивайте и добавляете 300 мл молока. Все это перемешиваете, 2 столовые ложки растительного масла добавляйте, можно 3 добавить. И даете настояться где-то минут 15-20. И они будут очень вкусными! Вот такие блинчики получились, я их уже завернул. Творожный сыр, рыбка, все внутри, очень вкусно. Рекомендую, ребят, попробуйте сделать то же самое. Сегодняшний выпуск заканчивается на такой блинной ноте. Буквально пару минут назад я записал уже то, что выйдет в четверг. Это будет вкусный выпуск, так что обязательно его не пропустите. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк и подписался на мой канал. Добавляйтесь в мой инстаграм, ссылка будет под этим видео. Я рад каждому новому человечку. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.